Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный рецепт из кабачков и фарша. Здесь у меня 3 маленьких кабачка молодых, общим весом 750 граммов. Подготавливаем кабачки. Натираем кабачки на крупной терке. Если кабачки не молодые, а такие уже в расцвете сил или даже старенькие, с плотной кожицей, то ее, конечно же, нужно предварительно очистить и очистить от семечек внутри. И тогда уже натирать на терке. Добавляем 1 чайную ложку соли и перемешиваем. Оставляем на 5 минут, чтобы кабачки пустили сок под действием соли, а мы тем временем займемся другими ингредиентами. На крупной терке натираем 1 морковь. Одну луковицу весом приблизительно 110-120 граммов нарезаем мелким кубиком. Обжариваем лук на небольшом количестве растительного масла, чтобы он утратил свою горечь. Обжариваем совсем немножко, просто до мягкости. К луку добавляем буквально 1/3 чайной ложки сахара. Это поможет раскрыть вкус лука, и он будет вкуснее намного. Мелко нарезаем немного укропа. Посмотрите, сколько из кабачка выделилось сока, его нужно отжать. Подготовили все ингредиенты, теперь складываем их все в одну миску. Добавляем сюда 500 граммов любого фарша, у меня свино-говяжий. И добавляем 2 яйца. Чайная ложка сушеного чеснока. Черный молотый перец по вкусу. И также соль по вкусу. Перемешиваем все до однородности. Удобнее всего перемешивать рукой. Смазываем форму растительным маслом. Перекладываем сюда массу. Ставим в духовку, уже прогретую до температуры 180 градусов, на 40-45 минут. Ориентируемся по своей духовке. На терке натрем 60 граммов сыра. Через 30 минут достаем запеканку и посыпаем ее сыром.
Давайте отрежем кусочек. Пахнет очень вкусно и ароматно. Давайте пробовать. Очень сочно и очень-очень вкусно. Обязательно рекомендую вам приготовить. Это блюдо можно готовить вместо котлет. Возни получается намного меньше, очень много овощей. И все так по-летнему, свежо и очень вкусно и сочно. Я же с вами прощаюсь. Надеюсь, что этот рецепт вам понравился. Всем пока. До новых вкусных рецептов.